Всем привет! Сегодня мне хочется поделиться своими мыслями и впечатлениями о новелле «Жемчужина» американского писателя XX века Джона Стейнбека. Тут сделаю небольшое отступление. Я люблю читать и иногда буду для разнообразия выкладывать небольшие видеообзоры на художественные книги, книги по искусству, истории и на другие интересные мне темы. В общем, на те книги, которые не оставили меня равнодушной. И теперь вернемся к новелле «Жемчужина». Это удивительно глубокое произведение, на поверхности которого лежит тема жадности, алчности, темы социального неравенства и борьбы человека с системой. Но это всего лишь красивая обертка, на мой взгляд, и эта книга совсем не об этом. Если заглянуть глубже, а там просто невероятная глубина, это тема судьбы, свободы выбора, и главное, это тема становления новой свободной личности. В каком-то смысле это тема сверхчеловека, а также тема грехопадения и искупления. По сюжету главный герой, бедный ловец жемчуга, индеец Кино, находит огромную жемчужину и хочет ее продать, получив за нее справедливую цену, а не ту, которую предлагают ему лживые скупщики жемчуга. Но в итоге находка приносит ему беды одну за другой. Автор не одобряет и не осуждает выбор Кино продать жемчужину повыгоднее, не поддаваясь на обман скупщиков жемчуга, а он просто описывает факты, как изначально Кино жил в гармонии с природой, бедненько, но у него было все для жизни его семьи, именно для той жизни, которой жили его предки, его народ, с которым, как подчеркивает автор, он до сих пор является одним целым. И, кстати, мне нравится, вот, что описание природы у Стейнбека перекликается с внутренними переживаниями героя и происходящими событиями. Пару раз был немножечко перебор, может быть, слегка как-то наиграно, но в целом это вот прям здорово. И вот у Кина нет денег на врача для ребенка, но его жена знает природные средства, которые работают лучше лекарств. Или у него нет денег обвенчаться с женой в церкви, но его предки прекрасно жили без всяких там венчаний и были счастливы. До нахождения жемчужины он был един со своим народом, с природой, он видел красоту, а после нахождения жемчужины он теряет свой рай. На Кино сваливается куча проблем и опасностей, он уже не тот добрый и невинный человек, каким был. Ему приходится убивать, чтобы спасти себя и свою семью. И тот выбор по отношению к жемчужине, который Кино вместе со своей женой делают в конце книги, автор превозносит торжеством и победой Кино. То есть Кино вернулся к себе настоящему. Он многое потерял, но он снова стал собой, только уже на новом уровне. Он уже больше не невинный человек, отделившийся от природы, как только что сотворенный Адам, а он как человек, уже познавший добро и зло, как библейский Адам, совершивший грехопадение, но все-таки исправивший свою ошибку, хотя и такой страшной ценой. Вот какой именно ценой я говорить не буду, чтобы не спойлерить. Кроме этого, в этой повести есть еще тема несовершенства мира. В частности, той навязанной индейцам белыми людьми системы, в которой живет Кино и его народ. Как говорит брат Кино, нас обманывают со дня нашего рождения и до самой могилы, когда втридорого просят за гроб. Но мы живем, несмотря ни на что. Ты пошел наперекор не только скупщикам жемчуга, но наперекор всей нашей жизни, наперекор всему, на чем она держится. И я страшусь за тебя. Здесь Кино выступает как герой, на которого возложена миссия восстановить справедливость, сломать имеющуюся систему и построить новую, ну, по крайней мере, заложить ее основы. И Кино проходит испытания, которые меняют его, потому что, чтобы победить систему, он должен превзойти свою человеческую сущность, заменить ее другой сущностью, сверхчеловеческой. И мы видим постепенный процесс рождения сверхчеловека.
Старый кино как личность умирает, и формируется новая личность. Как пишет Стейнбек, он потерял свой мир, а нового не нашел. То есть кино в середине повести уже потерял себя прежнего, а новый кино еще не родился. И вот когда он выходит уже на этот уровень, заплатив огромную цену, когда перед ним открывается путь дальше, он отказывается. Он отказывается от пути героя, от пути спасителя, в частности для своего народа, и делает шаг назад. Хотя его соплеменники, да, не прошедшие через такие испытания, разумеется, видят его и его жену уже как людей не от мира сего, и даже уже не совсем людьми, а сверхлюдьми, что как бы действительно так и есть. И как написано в конце книги, теперь он был свободен от всего и страшен в своей свободе. Еще интересна роль Хуаны, его жены, которая одновременно является и женским началом главного героя, так как автор прямо говорит, что они одно целое, как один организм. И интересно проследить, как это женское начало было на заднем плане и даже было избито в прямом и в переносном смысле, как Кина пытается заставить его замолчать и подчинить себе. Он не признает его, он в тексте несколько раз кричит: «Молчи, я мужчина». И потом, после всех этих испытаний, в конце книги Кина со своей женой идут рука об руку, то есть в Кина символически произошло примирение мужского и женского начала. Причем примирение это очень гармоничное. Это видно из текста, когда Хуана в конце вручает Кина жемчужину, подчеркивая его главенство как мужчины. И здесь можно увидеть очень четкую аналогию на то, как библейская Ева вручает Адаму запретный плод. Плод с древа познания добра и зла, только теперь эти Адам и Ева уже исправленные, они уже совершили грехопадение и искупили его. И теперь отношение к этому запретному плоду, к этой жемчужине у них совсем другое, она больше уже не вожделенна. В общем, я не ожидала такой глубины от этой небольшой повести. Это было мое первое знакомство со Стейнбеком, и автор меня очень сильно заинтересовал, так что надеюсь, что спустя какое-то время, не прямо сейчас, я прочитаю еще какое-нибудь его произведение. Я буду рада услышать в комментариях, читали ли вы эту новеллу. Если что, она небольшая и читается очень легко и буквально за пару вечеров. Согласны ли вы с моей интерпретацией, какие темы вас затронули и просто ваши впечатления об этом произведении. На сегодня на этом все. До новых встреч!